3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Заморские гости. Однажды в гости к папе приехал его старый друг, который живет в далекой стране. Здравствуйте, Неко-сан! Друг мой, добро пожаловать! Добро пожаловать. А это ваша милая дочка? Да, это Моти. О, а это ваши котята. Котята — это Моти. Привет, я Коржик. Я Карамелька. Я Компот. Котятки, в стране наших гостей принято кланяться друг другу при встрече. Я возьму ваши куртки. Котятки, пока мы с вашим папой будем готовить мой фирменный десерт, вы можете поиграть с Моти. Она привезла вам гостинцы. Здорово! Миу, 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 миу. Это традиционные костюмы, как у нас с папой. Кажется, в таком наряде в футбол играть не очень получится. Моти показывает котятам традиционный танец с веерами, которые она привезла для Карамельки. Зачем мне два одинаковых веера? А еще Моти привезла книгу национальных изделий из бумаги. Оригами. Никогда не слышал о таком. А теперь поиграем. Ой. Ой. Котята стараются делать все, как показывает Моти, но пока у них не очень получается. Наверное, традиции далеких стран не для нас. К обеду все расселись так, как это принято в стране Неко-сана и Моти, чтобы попробовать блюда их традиционной кухни. И наши маринованные помидорчики. Похоже, в их стране нет стульев. Вилок у них, видимо, тоже нет. Это уж слишком. Как можно есть палками? У нас не получится. Да, это совсем неудобно. Хе-хе-хе. Ух ты, как здорово у тебя получилось! И у вас получится. Надо зажать палочки вот так, а потом хватать. Это Неко-сан научил меня пользоваться палочками. А сам я думал, никогда не научусь. Но зато теперь вы делаете это не хуже меня. Ура! У меня получилось есть палочками! Я знаю, что надо делать. Мы будем стараться учиться новому. Моти, ты нас научишь? А вот еще кое-что из нашей страны. Мое знаменитое черное мороженое. Теперь ваш папа тоже умеет его готовить. Черное? Оно что, подгорело? Нет, просто оно сделано из черного кунжута. Попробуйте. Мы бы хотели пожить в вашей стране. Тогда приезжайте, когда захотите. Мы с радостью примем наших заморских гостей. Кстати, мороженое можно есть и ложками. Здорово! Миу, 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 миу. О, это ваши национальные танцы? Да. Другие страны — это здорово. И котята были очень рады познакомиться с традициями и культурой страны, откуда приехала Моти. Варенье в подвале. Как-то раз папа принес с работы большой вкусный кекс. На нашей кондитерской фабрике сделали новый кекс с шоколадной начинкой. Ух ты! Какой прекрасный кекс! Сейчас мы устроим семейное чаепитие.
мама несет кекс на кухню, чтобы нарезать его на порции. Мама! А давай мы тебе поможем. Пожалуйста. Ну, хорошо. Вы можете принести к чаю малиновое варенье. Ура! Миу, 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 миу. Варенье находится в подвале. В подвале? Обычно котятам не разрешают спускаться в подвал. Ну что, встали? Вперед! Ого, сколько всего интересного! А это что? Ой, какой соленый! Этот острый! Надо чем-то заесть! Как жжется! Все, больше не хочу ничего пробовать. А нам и не надо пробовать все подряд. Да, мама сказала принести малиновое варенье. Ну как его тут найти? Мы найдем его по картинкам на банках. Это вишня. Это морковь. Эй! А это что? Это капуста. А это, Не-не-не-не, это точно не то. конечно, не то. Это острый перец. Вот она. Да, это малина. Нашли. Ну где же сама банка? Надо искать банку с оторванной наклейкой. Ух ты. Сколько варенья! Осталось отнести его маме. Но банка оказалась очень тяжелой. Может, положить ее на бок и катить? Не разбилась? Не-а. Теперь надо поднять ее по ступенькам. Ого! Ура! Мы молодцы! Почти подняли! Ну вот, теперь все заново. А может, просто съедим варенье здесь? А потом поднимемся в гостиную и запьем его чаем. Ну, компот, а мама и папа, они тоже хотят варенье. Тогда мы принесем наш стол сюда и устроим чаепитие прямо в подвале. Давайте! Уж очень кекса с вареньем хочется. Но оказалось, что стол слишком большой. Стол не пролезет в подвал. Значит, мы останемся без варенья к кексу? Я знаю, что надо делать. Мы положим варенье в эту вазочку, а стол вернем на место. Коржик, карамелька, компот. Как здорово, что вы сами разыскали варенье в подвале и придумали положить его в эту вазочку. Да, варенье в этой вазочке будет отлично смотреться рядом с нашим кексом. Здорово! Миу, 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 миу. Все дружно пили чай и хвалили папин кекс и мамино варенье. Игры в темноте. Однажды вечером мама и папа пошли в гости, а с котятами осталась бабушка. Бабушка, пойдем играть с нами. Сначала мне нужно приготовить ужин, так что играйте пока без меня, а я скоро к вам присоединюсь. Здорово! Миу, 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 миу. Ой! Свет погас. Это я так хлопнул? Коржик, компот, я боюсь темноты.
А чего ее бояться-то? Ты же играешь с завязанными глазами, а это все равно, что в темноте. Игра это одно, а темнота совсем другое. Котятки, вы тут? Бабушка! Похоже, свет погас во всем доме. Такое иногда случается. Нужно сходить в подвал за фонариками. В подвале же еще темнее. Может, посидим здесь, пока не включат свет? А вдруг это случится не скоро? Пойдемте, котятки, давайте все вместе туда спустимся. Ну ладно. Ой! Осторожно, тут ступеньки. Ой! Что такое, Карамелька? Мне страшно. Там еще темнее, чем тут. А мне вот совсем не страшно. И знаешь почему? Темнота наш друг. Благодаря ей мы можем видеть много чудесных вещей. Например, как красиво горит свеча или как сверкают звезды. Ведь мы видим звезды только когда темно. Где же звезды? Ого! К тому же в темноте можно очень весело провести время. Особенно, если есть фонарики. Карамелька, смотри, уточка, кря-кря, кря-кря-кря. А это гора. О, автомобиль! А это бабочка. Ой, кажется, я хочу есть. И мы тоже. Ой, мои котятки, я же не успела приготовить ужин. Давайте попробуем найти здесь продукты, которые не нужно готовить. А я уже нашел печенье. А я нашел яблоки. А я морковь. Ужин готов. Вот и свет включился. Ну вот. А в темноте было так здорово. И совсем не страшно. Я знаю, что надо делать. Теперь мы снова можем играть в темноте. Здорово! Миу-миу-миу-миу. О, котятки, что случилось? В доме выключился свет? Да! О, Это мы его выключили, чтобы устроить вечер темноты. Карамелька, ты больше не боишься темноты? Какая ты молодчина! Идемте скорее, устроим театр теней. Вот так Карамелька поняла, что темнота – это не страшно, а порой даже очень весело и интересно. День страшилок. Однажды Коржик, Карамелька и Компот по городской традиции отмечали День страшилок, когда все надевают страшные костюмы и пугают друг друга. Я буду чертиком. А я буду ведьмочкой. А я буду скелетом. Ура! Миу-миу-миу-миу. Бу! Страшно? Ого! Мои котята самые страшные на свете. да это же просто герой моих ночных кошмаров. Вроде нас все боятся. А кто же напугает нас самих? Нас трудно напугать. Мы слишком смелые. А давайте позовем наших друзей. Может, они нас напугают? Первой пришла Лапочка. Лапочка, пугай. Я самая красивая и страшная принцесса пауков. Лапочка совсем не страшная. Ну да, зато я красивая. Следом пришел Сажик. Сажик очень любит всех пугать.
Я черный вампир. Кому было страшно, поднимите руки. Не страшно ни капельки. И тут зашли мама и папа. Ну, как проходит день страшилок? Что-то нам совсем не страшно. Говорите, не страшно. Ну что ж, мы с папой сходим в магазин, а вы пока украсьте гостиную. Да поужаснее. Точно, ужасные украшения. Коржик рисует сердитые рожицы. Лапочка вырезает из бумаги паучков. А все остальные делают из салфеток привидения и летучих мышей. На счет 3 оборачиваемся и пугаемся. 1, 2, 3. Ой, как красиво получилось. Но опять не страшно. А давайте рассказывать страшные истории. Сажик знает много страшных историй. В одном черном городе. Что это пока не страшно. Я знаю, что надо делать. Ух ты! В одном черном городе. Мне страшно. Трусиха, он еще ничего не рассказал. Карамелька, зачем ты погасила свет в прихожей? Это не я. А кто? Кажется, там кто-то есть. Может, это просто ветерок? А может, это привидение? Или черная летучая мышь? Если там кто-то есть, то я легко его прогоню. Там целых 2 летучих мыши, и каждая размером с кота. А вот и летучие мыши. Бу! Всем бояться! А ведь эти летучие мыши и правда размером с кота. Как здорово, вы нас напугали. Я чуть не описался. А вы просто замечательно украсили гостиную. Это так красиво, что даже страшно. А теперь сюрприз! Карамелька, свет! Миу-миу-миу-миу. Папин торт ко дню страшилок оказался страшно вкусным. Но главное, что в этот вечер все не только пугались, но и радовались вместе. Братик. Однажды утром мама сказала котятам, что сегодня у них будут гости. К нам приедет моя сестра, тетя Корица, со своим сыном Бубликом. Вы наконец-то познакомитесь с двоюродным братиком. У нас есть братик Бублик. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Интересно, а какой он, наш братик Бублик? Наверняка воспитанный. Приветствую. У вас очаровательный бантик. И наверняка он любит читать. А я думаю, он классно играет в футбол. С ним у нас получится отличная команда. Или музыкальная группа. Привет! Привет, дорогая! Тетя Корица! Привет, племянники! Какие вы стали большие! А где же наш братик Бублик? Да вот же он! Что? Это и есть Бублик? Веди себя хорошо, мой сладкий. Поиграйте пока с братиком, а мы приготовим чай. Котята не ожидали, что Бублик еще совсем маленький, и теперь они не знают, что делать. И как с ним играть? Он же ходить не умеет.
И разговаривать не умеют. Ой, что ты делаешь? Это же моя любимая кукла. Смотри, Бублик, какой классный мячик. С ним можно играть. Да, для футбола ты еще маловат. Смотри, Бублик, это называется шахматы. Ой, мои шахматы. Кукол трогать нельзя. И машинки тоже. Надо как-то его успокоить. Мы не можем отдать ему мельницу. Это игрушка для котят постарше, а не для таких малышей, как он. Малышей? Я знаю, что надо делать. Надо найти игрушки для малышей. Когда я была совсем маленькой, то очень любила эту погремышку. Котята нашли игрушки, в которые они сами играли, когда были малышами. Дедушка, какие вы молодцы, котятки! Так хорошо поладили с братиком. Мы с Бубликом теперь будем вас почаще навещать. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что с малышами очень весело проводить время. Ведь они и сами когда-то были совсем маленькими. Молочный зуб. Как-то раз во время завтрака Карамелька почувствовала что-то странное. Ой, кажется, у меня зуб шатается. Поздравляю, у тебя начинают выпадать зубы. Что? Мама, я останусь без зубов? Не волнуйся, у тебя сейчас молочные зубы, временные. А когда они выпадут, на их месте вырастут новые. И они уже никуда не денутся. У меня и у Коржика было то же самое. Значит, у меня вырастет новый зуб? Здорово! Миу, 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 миу. Котята встретили Сажика и Лапочку. Классно! Зуб уже шатается. А мне не нравилось, когда у меня выпадали молочные зубы. Я тогда была какой-то некрасивой. А я хотела, чтобы у меня вместо молочных зубов выросли огромные клыки, как у вампира. Но они так и не выросли. Зато молочный зуб можно положить под подушку. За ним придет зубная фея, заберет зуб и оставит какой-нибудь подарочек. Ух ты! Я бы хотела получить подарок от зубной феи. А как сделать, чтобы зуб поскорее выпал? Можно укусить яблоко. Оно зацепит и вытащит зуб. А вдруг я случайно проглочу зуб вместе с яблоком? Тогда зубная фея ничего не получит. Можно привязать к зубу нитку, а другой конец привязать к машине. Машина поедет и выдернет зуб. А еще лучше привязать нитку к самолету. А вдруг зуб окажется сильнее и не выдернется? Если зуб сам не выпадет, можно пойти к зубному врачу. Я так однажды ходил. Меня посадили в черное кресло. Пришел зубный врач в черной маске и забрал мой белый молочный зуб. Сажик,
Так опять ты страшилки выдумываешь? Все знают, что у врачей белая маска, и они совсем не такие страшные. Я все равно не хочу идти к зубному. Я лучше подожду, пока зуб выпадет сам. Карамелька, надо пообедать. Карамелька полдня ничего не ела и только ждала. Но зуб так и не выпал. Ну все, я звоню зубному врачу. Он поможет вытащить этот зуб. Алло, клиника полосатого стоматолога? Ну вот, не хочу к зубному врачу, мне страшно. Не волнуйся, мы пойдем с тобой. Да. А ну-ка, открой ротик, деточка. Оп! Вот и наш молочный зубик. Уже все? Да, теперь на его месте вырастет постоянный зуб. Но зубы надо беречь и не бояться ходить к зубному врачу, чтобы их проверять. Спасибо! Теперь я могу отдать зуб зубной фее. Здорово! Миу, 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 миу. Минуточку. А вас, папа, я попрошу остаться. Ваши зубы надо лечить. И едите много сладкого. Ну да. Я же работаю на кондитерской фабрике. О своих зубах надо заботиться. Есть поменьше сладкого. Чистить зубы утром и вечером. И тогда они будут здоровыми и крепкими. Железная дорога. Однажды родители привели котят и их друзей в парк покататься на детском паровозике. Чур, я машинист. Ты, Компот, будешь кочегаром, Карамелька контролером, а все остальные пассажирами. Поехали! Миу, 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 миу. Удачной поездки! Мы будем ждать вас тут. А мы пока успеем сходить за попкорном. Подбросить угля, увеличить скорость. Кочегар Компот бросает игрушечный уголь в игрушечную печку, где вместо огня горит лампочка. Ваш билет, пожалуйста. Я устал кидать уголь. Мне тоже надоело билеты проверять. Тогда ты будешь кочегаром, а ты контролером. Покажите ваши билеты. Что, опять? Коржик, давай теперь я буду машинистом. Я ничего не слышу. Ах так, теперь я машинист, а ты кочегар. Нет, я должен быть машинистом. Я уже был кочегаром и контролером. Компот, отдай фуражку. Компот, верни фуражку, это я машинист. Нет, я, отдай фуражку мне. А что, у кого фуражка, тот и машинист? Попробуйте, отнимите. Где фуражка? Ой! А вот и попкорн. Ой, Ну вот, теперь у нас вообще не будет машиниста. Кстати, о машинисте. Кто следит за дорогой? Скоро должна быть остановка, но поезд едет слишком быстро. Может, попросим папу остановить поезд? А вдруг папа не сможет его догнать? сейчас, еще чуть-чуть. Эх, не успел. Ой,
Можно выпустить позади поезда парашют. У нас нет парашюта. Есть еще идеи? Жаль, что поезд не велосипед. Я бы нажал на тормоз и остановился бы. Рычаг тормоза! Ай, вы так быстро ехали, что у вашего машиниста фуражку ветром сдуло. Ах, держи, Компот. Твоя очередь быть машинистом. А как же мы? Я тоже хочу быть машинистом. И я. Я знаю, что надо делать. Мы все будем машинистами, но по очереди. Здорово! Миу, 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 миу. Хорошо быть машинистом, видеть рельсы впереди и веселым громким свистом всех приветствовать в пути. Ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту. Паровозик едет лихо, не стучат колеса тихо. Впечатлений дарит много нам железная дорога. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. На этот раз каждый смог побыть машинистом. А Коржику понравилось быть пассажиром. Просто смотреть в окно и любоваться природой. Морские игры. Однажды Компот и Карамелька ждали в своей комнате Коржика. Ну и где же Коржик? Мне уже скучно. Подожди, он сказал, что придумал что-то интересное. Так. Вот. Теперь мы можем запускать наши водные игрушки. Ух ты! Я смогу запустить свою подводную лодку. А я моего дельфинчика. Здорово! Миу, 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 миу. Нашим игрушкам тут слишком тесно. Даже не поплавать нормально. Это был самый большой таз, который я нашел. Можно запускать наши игрушки в ванной. Мой дельфинчик обожает плескаться в воде. А мой кораблик быстрее всех. Зато моя подводная лодка самая большая и может плавать под водой. Ой, вода вылилась на пол. Хорошо, что в ванной стены и пол не промокают. Но вода может вытекать через щель под дверью. Надо скорее заткнуть ее полотенцем. Зато у нас теперь больше места для водных игр. Раз ванная не промокает, мы можем немножко здесь поиграть. Поплыли! Давай! Я быстрее. Ой, у нас крыша протекает. Странно. Дождя нет. Ой, похоже, где-то протечка. Надо разобраться. Кисуля, в кабинете с потолка капает. И в кухне тоже. Похоже, в ванной прорвало трубу. Давай, запускай! О, кажется, там наши котятки. Котятки, вы устроили настоящий потоп? У нас с потолка уже капает вода. Простите, мы думали, что вода не вытечет из ванной. Ну вот, мы все затопили. Я знаю, что надо делать. Мы больше не будем играть в морские игры. А сейчас надо скорее все убрать. Котята с родителями пытаются убрать воду тряпками, но воды слишком много. Я устал убирать воду. Пыль убирать и то легче. Взял пылесос и все. Точно, как же я забыл. У меня же есть специальный насос для откачивания воды.
Ручной насос втягивает воду и по специальному шлангу отправляет ее в бочку. Теперь на полу сухо, и с потолка ничего не капает. И что делать со всей этой водой? Мы наполним ею небольшие прудики, которые выкопаем рядом с домом. И вот там вы сможете спокойно устраивать свои морские игры. Здорово! Миу, 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 миу! Вот так котята поняли, что лучше и веселее играть с водой на улице и под присмотром взрослых. Путешествие на поезде. Однажды вся семья отправилась в отпуск на юг, и котята впервые должны были ехать на поезде. Поезд на юг отправляется через 15 минут с 3-й платформы. О, это про наш поезд говорят. А вот и он. Здорово! Миу, 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 миу! Добрый день. Здравствуйте. Вот наши билеты. Проходите, пожалуйста. Моя комната будет, тут. Ой, извините. Коржик, комнаты в поезде называются купе. У нас купе номер 5. Ух ты! Чур, я на самом верху. Смотрите, как я сейчас туда заберусь. Поезд не место для активных игр. А что же тогда тут делать? У нас есть журналы, игры и альбом с фломастерами. Котята прекрасно провели время в купе. И им очень понравились маленькие зубные щетки и тюбики с пастой, которые выдают пассажирам поезда. Станция Котейкино поле. Стоянка 5 минут. Давайте купим яблок, а заодно подышим воздухом. А папу будить не будем, пусть отдыхает. Поезд на юг отправляется через 1 минуту. Нам пора, котятки. Ой, а где Коржик? Смотрите, вон он. Коржик, ты почему убежал? Я не убегал. Я пошел посмотреть на этот поезд. Ты мог потеряться. Наш поезд вот-вот уедет. Как он может уехать без нас? Ой, подождите! Ну вот, уехал. И папа вместе с ним. Не волнуйтесь, котятки, мы обязательно что-нибудь придумаем. А давайте догоним папу на другом поезде. А если он поедет в другое место? Может, поедем на этой тележке? Качаешь ручку, и она едет по рельсам. Я в книжке читал. Это дрезина, вот только поезд на ней не догнать. Как я понимаю, вы опоздали на поезд. Я могу подвезти вас до следующей станции на машине. Но нам лучше поторопиться. Ой, спасибо, вы нам очень поможете. Поезда дальнего следования очень быстрые. И маме с котятами удалось догнать свой поезд в последнюю минуту. О, Еле догнали. Спасибо! счастливого пути! Да. Папа, наверное, так волнуется. Похоже, папа не так уж и волновался.
как же я славно выспался! Надо будет на следующей станции нам всем выйти и подышать воздухом. Ух, Котя, я боюсь, что кое-кто из котят может потеряться. Ну вот, не видать нам больше яблок. Я знаю, что надо делать. На улице мы не будем отходить от вас с папой. Честно-честно, обещаем. Ну, если так, то можно и выйти. Вот и хорошо. А сейчас время обеда. Мы идем в вагон-ресторан. В поезде есть вагон-ресторан. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Вот так котята поняли, что путешествовать на поезде очень интересно. Особенно, если держаться вместе. Ведь вместе всегда веселее. Дед Мороз и Снегурочка. Однажды зимним утром котята смотрели в окно. Скоро Новый год, а снег взял и растаял. Наверное, Дед Мороз забыл сделать новый снег. А может, он просто очень устал? Перед Новым годом у Деда Мороза и Снегурочки очень много дел. А давайте позовем их в гости. Пусть немного у нас отдохнут, а потом сделают новый снег. Точно! Позовем Деда Мороза и Снегурочку. О, как это мило с вашей стороны. Мы с папой обязательно их пригласим. А, да, прямо сейчас я им позвоню. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы позвонили Деду Морозу и Снегурочке. К сожалению, сейчас мы не можем ответить. Перезвоните нам завтра. С наступающим Новым годом. Там автоответчик. Говорит, что они сегодня не смогут. Ну что? Они придут к нам сегодня в гости? Так, Конечно, придут. Сегодня же вечером. Ура! Миу-миу-миу-миу. Раз уж не удалось дозвониться, мы сами переоденемся в Деда Мороза и Снегурочку. правильно, киса. Осталось найти костюмы. Но в магазине осталось 2 последних костюма. Костюм Деда Мороза мне ужасно мал. А костюм Снегурочки мне слишком велик. И что же делать? А котята уже ждут прихода Деда Мороза и Снегурочки. Хо-хо! Хо-хо-хо! Здравствуйте, котятки. Ого, какая Снегурочка большая. Это потому, что я очень люблю поесть. Прямо как наш папа. И смеется она, как наш папа. Ну, мы же приехали с крайнего севера. Там у нас все так смеются. Давайте лучше пить чай. Осторожно, горячо. А у Деда Мороза голос, как у нашей мамы. Просто Дед Мороз боится всего горячего, и от страха у него даже голос меняется. А давайте-ка лучше станцуем танец снежинок. Давайте, чтобы снова пошел снег. Кажется, котята нас не узнали. Котя, а тебе очень идет эта коса. Дедушка Мороз, а ты танцуешь совсем не как дедушка. Наверное, ты уже достаточно отдохнул. Теперь вы со Снегурочкой сделаете так, чтобы снова пошел снег. Снег? Ой, дурацкая борода. Да это же наш папа. А это наша мама. А я сразу подумал, что это вы. А зачем вы переоделись в Деда Мороза и Снегурочку? Эх, просто настоящие Дед Мороз и Снегурочка сегодня не смогли прийти. Но вы же у нас лучшие Дед Мороз и Снегурочка на свете. Смотрите, опять снег пошел. Вот чем сейчас заняты Дед Мороз и Снегурочка. Они делают снежинки. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Кстати, Ваша мама Мороз И
папа и Снегурочка тоже кое-что для вас приготовили. Оказывается, мама с папой принесли котятам маленькие подарочки. А Дед Мороз и Снегурочка все делали и делали новые снежинки. Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу-миу!